me your love. Yeah. I'm out of my mind, I know you feel the same. Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. У нас сегодня Супер Блиц. В эфире Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем привет! Саша, первая новость сразу для тебя. Не знаю, как у вас в Карелии, а вот в России каждый четвертый удаленщик прибавил в весе. Среди россиян, перешедших на дистанционный режим работы, почти каждый четвертый, 24%, прибавил в весе. Вот такие вот данные предлагает нам Интерфакс. Это прекрасная новость для инструкторов фитнес-залов и вообще, в принципе, этой индустрии, потому что у них проблем с клиентами не будет. Слушай, интересно, Вот. как в других странах обстоят дела? Друзья, если вы нас смотрите, напишите, пожалуйста, как у вас проходит карантин, прибавили ли вы в весе? Я представляю, что творится в Казахстане, потому что, вспоминая Бишбармак, вспоминая Баурсаки, я думаю, что там не 1-2 лишних килограмма, там надо серьезно будет попотеть потом в спортзале. Да, это точно. Прекрасная новость от Димаша Кудайбергена. Новая композиция известного исполнителя Димаша Кудайбергена «We Are One», в переводе «Мы едины», получила золотую сертификацию на китайской музыкальной платформе QQ Music. Соответственно, что значит золотая сертификация? Я все думал, гадал, наконец-то нашел ответ на вопрос. 100 миллионов прослушиваний набрала эта композиция. Это очень круто. Стой, подожди, уже 100 миллионов? Уже 100 миллионов, да. Мы сильно отстаем. Не говори. По просмотрам, я думаю, что если бы YouTube-платформа была доступна в Китае, то у Димаша не было бы проблем с выполнением плана 1 миллион подписчиков к его дню рождения. Это точно, это точно. И, кстати, я хочу тебе сказать, что у меня есть еще одна новость, которая связана, точнее, она никак не связана с Китаем. Значит, телезрители выбрали величайшую песню в истории Евровидения. Ух ты! Кстати, сразу тебя огорчу или обрадую, что ни Димы Билана, ни Сергея Лазарева, ни Филиппа Киркорова и даже Аллы Пугачевой там нету. Потому что самой величайшей песней в истории международного конкурса Евровидения стала песня шведской группы ABBA «Waterloo». Класс! Вот полностью поддерживаю этот выбор. В 1974 году. Представляешь? Я помню, что благодаря именно этому конкурсу группа ABBA начала свое уже мировое шествие со своим музыкальным творчеством. К сожалению, Евровидение уже не то. Евровидение уже не то, да. И, кстати, наверное, поэтому Димаш Канатович отказывается принимать участие в Евровидении. Слушай, я хочу тебе еще одну новость сразу сказать про Евровидение, потому что вот сейчас в сети появился трейлер, значит, нового фильма про Евровидение. Это комедия. Я покажу сейчас на экране пару фотографий, чтобы все поняли, о чем речь. Это очень смешно. Там очень смешная комедия. Там разыгрывается такая пара, которая принимает участие в Евровидении, и как они мощно борются со своими конкурентами. В общем, трейлер очень смешной. А фильм пока еще недоступен, только трейлер есть, да? Да. Фильм появится, я тебе сейчас скажу, когда. Так. Я тебе не скажу, когда, я не знаю. А мне не важно, Ваня, я жду фильм «Creator the Past». Меня только этот фильм интересует. Слушай, Вань, эта неделя не слишком богата новостями, поэтому я бы хотел перейти к комментариям. Слушай, а я хочу еще одну небольшую новость сказать, потому что, наверное, ты тоже видел, тебе, наверное, тоже на WhatsApp присылали, как американская актриса Мила Йовович прочитала на русском языке сказку «Муха-цокотуха». Дело в том, что... Ты видел, да? Потрясающе, да, это шикарное зрелище. Очень, очень круто читает, почти без акцента. А я тебе расскажу, почему. Дело в том, что звезда «Пятого элемента» приняла участие в проекте «Сказки на дому», который в марте запустил музыкант Василий Зоркий. И почему у нее нету акцента? Дело в том, что она родилась в Киеве и в 5 лет переехала в Лондон, а оттуда в США. И ее отец родом из Черногории, а мать, Галина Логинова, она русская. И, соответственно, в детстве мама читала ей сказки, и вот Мила Йовович, у нее вот эти сказки остались в памяти, и она сейчас читает для всех детишек на русском языке. Класс!
А интересно, Мила Йовович слышала новую композицию в исполнении Димаша Кудайбергена «Чернобривцы»? До 100%. Я думаю, Супер. что она стоит у нее на рингтоне. И раз уж ты хотел перейти к комментариям, если можно, я первый прочитаю. Да, Не я против? смотрю, ты куда-то торопишься. Так у нас же экспресс-блиц, и я хочу, чтобы мы успели за 10 минут рассказать все самое важное. Надежда Сильнова нам написала: «Привет из Ташкента. Невозможно не плакать, но на душе сразу стало легко. Спасибо, Димаш». И Класс. вот здесь добавляет Умурбекова Бакыт, наверное, правильно я прочитал. Казахский все еще требует доработок. Пишет: «Хорошо успокаивает нервные стрессовые ситуации, послушав Димаша. Происходит неземное наслаждение, успокоение и приносит хорошие пожелания и мечты». То есть музыка Димаша, она вот сейчас в наше время, когда очень много стресса, нервов, она очень сильно помогает. Вот так. Абсолютно согласен. Вот еще один комментарий вдогонку. Алия Р. пишет: «Спасибо вам за хорошую новость и за то, что вы вместе с нами радуетесь за успехи Димаша. Действительно, талантам нужно помогать. Бездарности пролезут сами». Коротко и ясно. И все поняли, о чем речь, да? И о ком речь. Ладно, я думаю, что пора прощаться. Дорогие друзья, пишите в комментариях ваше мнение о нашей сегодняшней передаче. Ну и увидимся с вами в следующих выпусках. В беседе. Пока. И в беседе. Пока.